Привет, друзья! Я снова рада приветствовать вас у себя дома. И сегодня мы продолжаем с вами тематику мраморных свечей. Разбирать будем метод номер 3 – метод нагревания. Все, что нам нужно сегодня будет, это свеча, уже готовая свеча. Вы, конечно, можете сделать сами новую свечу, залив ее. У меня для этого не было времени, я просто купила в магазине уже готовую свечу, вот в таком небольшом контейнере. И очень многие меня спрашивают часто, какую посуду я использую, когда я пользуюсь посудой из стекла. Друзья, любая посуда подойдет, если она жароустойчивая. Итак, свеча у нас есть, нам понадобится сегодня вот такие скрепки. В вашем случае может быть любая металлическая спица или что-то металлическое. И я пользовалась оранжевым красителем, чтобы показать вам цветовую окраску яркую. Итак, я взяла вот такую скрепочку, образовала из нее такую тоненькую палочку, как вы видите, и постараемся проткнуть воск, но так, чтобы наша палочка больше прилегала к стеклу, а не к воску. То есть делаем такой тоненький воздушный туннельчик между воском и стеклом. Это нам понадобится для того, что в этот тоненький туннельчик мы будем пытаться залить капельку окрасителя, которым будем пользоваться чуть позже. Вот я постаралась вам показать как можно ближе, как выглядят эти равномерные туннельчики или надрезы, как вам будет угодно. Итак, теперь следующий этап. Нам понадобится краситель. И в принципе нам немного нужно красителя, а буквально по маленькой капельке. В те места, где у вас остается вершочек отверстия, которые мы с вами делали, этого туннельчика, вы постараетесь добавить совсем немного красителя, буквально по маленькой капельке. И вы заметите, что ваш воск начнет постепенно впитывать этот краситель. Краситель будет потихонечку медленно опускаться вниз. Если же нет, если не получается, можете, вот как я сейчас это делаю у вас на экранах, помогаю красителю опуститься ниже и опять же прокалываю воск, но так, чтобы моя палочка металлическая ближе все же относилась к стеклу, чтобы воска практически не было между стеклом и вот этим вот туннельчиком, который мы с вами пытаемся сделать. Но вы видите, уже видно на экране, как краситель постепенно начинает опускаться, и это нам нужно будет для того, чтобы мы сейчас его растопили. Для этого нам понадобится фен. Вы можете пользоваться при работе обыкновенным феном. Я же буду пользоваться более профессиональным феном. Он достаточно сильный в работе и очень горячий воздух исходит из него, поэтому изделие получится быстрее мне сделать. У вас может это занять немножечко дольше времени. Итак, друзья, самый основной момент, все, что нам нужно будет сделать, это нагреть те места, куда мы опустили по капельке воска. Я вам рекомендую не опускать красителя очень много. Почему? Потому что может получиться очень насыщенный цвет. Краситель разойдется по всей свече и окрасит ее просто в другой цвет. Вы не достигнете мраморного эффекта. Поэтому старайтесь опускать небольшие капельки вашего красителя. И, покручивая стаканчик, вы нагреваете воск. Вот и все. Вуаля, ваша свеча готова. Итак, мы с вами разобрали третий вид, как сделать мраморную свечу. Третий способ – это метод нагревания. Я желаю вам удачи в работе, друзья. Я думаю, это было интересное познавательное видео. И достаточно быстро мы создали с вами свечу. Ну вот и все, друзья. Увидимся в следующую субботу.